Друзья, всем привет! Европейский Союз, страны Европейского Союза, оказывается, они разрабатывают механизмы, разрабатывают какие-то программы для того, чтобы принять украинских мужчин, которые еще находятся в Украине. Когда война окончится и откроется граница Украины, и эти украинские мужчины будут ехать к своим женам, которые находятся уже в статусе беженца в странах Европейского Союза. Так вот, Европейский Союз готовит целые программы, чтобы этих мужчин украинских принять. Вот если вам это видео интересно, смотрите это до конца видео. Об этом рассказал один украинский эксперт. И мы разберем то, что он сказал. О том, что Европейский Союз готов принять украинских мужчин после войны, об этом заявляют украинские эксперты в программах украинского телевидения. Я, когда, честно говоря, это услышал, я теперь понимаю, почему некоторые, еще раз делаю акцент, не все, а некоторые украинские беженцы, которые находятся в Германии, в частности, с пеной у рта, доказывают друг другу, что Европейский Союз, в том числе и Германия, украинских беженцев однозначно назад в Украину не отправит после окончания войны. Значит, что украинские беженцы нужны, что там они экономику поднимают, что там дети растут, значит, это будущее поколение Германии и так далее, что они там деньги тратят, которые получают от джоб-центров, и это все остается внутри Германии, экономика таким образом немецкая поднимается. Вы все эти истории слышали. Я теперь тоже понимаю, почему вот такая у них риторика. Они пересмотрели марафоны, пересмотрели украинских экспертов. Вот давайте посмотрим, що сказав український експерт. Давайте будемо щиро казати, ключова проблема України після завершення війни – це буде кадри. Це ключова проблема, вона вже є на сьогоднішній день, вона є величезною, а буде ще більшою. Чому? Тому що насправді, коли відкриються кордони, давайте не будемо казати, що це є великим секретом, наші європейські партнери вже готуються до так званої програми воз'єднання сімей. Тобто фактично люди, жінки з сім'ями, які виїхали до війни або під час війни і живуть там, а чоловіки знаходяться в Україні, тому що не можуть виїхати або воюють, все європейські уряди зроблять для того, щоб ці чоловіки воз'єднались зі своїми сім'ями, але не тут, а там. По поводу проблем с кадрами, я с ним тут согласен на 100%. Вот как он выразился, если откроют границы, он оговорился, а потом сказал, когда откроют границы, вы заметили, да? Если откроют, то уедет, я с ним согласен, еще больше адекватных людей, у которых есть возможность уехать и покинуть цветущую демократию. А вот по поводу того, что Европейский Союз, страны Европейского Союза готовят какие-то программы по воссоединению украинских семей, то есть будут они, как он сказал, воссоединять украинских мужчин, которые будут ехать потом к своим женам, которые уже в Европейском Союзе имеют статус беженца, и эти мужчины, когда откроют границы украинские, они поедут все к женам. И вот Европейский Союз специально готовит эти программы, и он хочет, чтобы эти украинские мужчины приехали в Европейский Союз, к своим женам воссоединились, то тут возникают вопросы. Например, вы слышали, где-то читали в европейских средствах массовой информации о таких программах? Вот я к вам задаю вопрос. Кто-то, если читал, напишите, пожалуйста, в комментариях. Например, я ничего не слышал. Вообще ничего не слышал. Хотя я в большинстве своем немецкие СМИ анализирую, читаю. Но, и других стран. Но я не слышал таких программ. Интересно, а этот эксперт украинский, он задавался вопросом, готовят программы, чтобы воссоединить украинских мужчин в качестве кого? В каком статусе? То есть воссоединить украинского мужчину к украинской женщине, которая имеет в Европе, например, в Германии статус беженки, то есть украинский мужчина приезжает к беженке украинской, его воссоединяют, и он становится тоже беженцем, Так я понимаю. То есть и будет потом немецкое государство или испанское оплачивать тоже проживание уже ему медицину, обучение его и так далее. Будут тратить деньги чтобы он закончил курсы, языковые курсы. Потом будут тратить деньги, чтобы он какую-то квалификацию приобрел, на работу его устраивали. Так, наверное. Вот видите, украинская журналистка этому эксперту не задает такой вопрос. Непонятно почему. То ли она не захотела, то ли она не знала, что такой вопрос, интересно было бы услышать его ответ на этот вопрос. Насколько я знаю,
да, и я читаю информацию, то страны Европейского Союза наоборот сейчас сокращают издержки для беженцев, в том числе и Германия. В 2025 году уже официально было заявлено, пока это касается только беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, у них уменьшают размер пособия. Там на 20 евро, но все равно уменьшают размер пособия. А поляки наоборот недавно заявили, еще перед Новым годом я снимал видео, о том, что они не хотят пускать в Польшу украинских мужчин, именно конкретно говорилось об украинских мужчинах, которые участвовали в вооруженном конфликте на Украине. Почему? Потому что эти мужчины опасны, как там один депутат польский сказал, и что они приедут в Польшу, да, и будут создавать организованные преступные группы, которые там будут заниматься разбоями, грабежами, там, кражами и так далее. В Германии так вообще звучат разные призывы, да, сейчас направленные, там, например, наоборот, чтобы усложнить пребывание беженцев, в том числе и украинских беженцев, там, урезать пособия, перевести украинских беженцев с одного статуса на другой, там, и так далее. Если он имеет в виду о воссоединении с семьей как квалифицированных работников, то массовости не будет. Почему? Потому что уже сейчас, в настоящее время, действуют такие нормы. Это законодательство было принято еще давно, до военного конфликта в Украине. Значит, сейчас, если женщина, например, в Германии работает жена, она себя может обеспечить, от государства полностью не зависит, то, конечно же, если откроют границу, то если она может обеспечить и своего мужа, чтобы он от государства немецкого не зависел, то ради бога пусть приезжает и с ней воссоединяется, но она будет за все оплачивать. Есть такие программы, и это законодательство сейчас работает. Но это смогут позволить себе не все украинские беженцы, там маленький какой-то процент. В общем, вы поняли, что это за украинский эксперт. Эксперт, который вообще, ну это мое мнение, не владеет ситуацией по беженцам, по украинским беженцам, по вообще миграционной политике, которая сейчас осуществляется в странах Европейского Союза, в том числе и в Германии. Друзья, надо смотреть, обращаюсь к украинским беженцам, надо смотреть новости однозначно, надо анализировать новости, но надо следить за законодательством. Вот вы поймите, что политик, депутат, чиновник, он может все что угодно публично говорить, но в основном это касается депутатов, да? Значит, для того, чтобы реализовать свою какую-то политическую цель, набрать себе политические очки. То, что он сказал, это одно, но для того, чтобы он, то, что он сказал, или какую-то программу представила какая-либо партия, чтобы она воплотилась в жизнь, должны быть внесены изменения в законодательство или приняты новые законы. Люди живут по законам, государство живет по законам, тем более Германия. Понимаете? Поэтому надо следить за изменениями законодательства. А на сегодняшний день никаких изменений законодательства в миграционной политике, которые бы упрощали получение постоянного статуса, получение даже рабочих каких-то видов на жительство, связанных с обучением для украинских беженцев не было принято, и даже об этом никто из немецких политиков даже не заикается, и никто ничего не говорит. Вот и все. Поэтому сейчас началась предвыборная кампания в Германии. Сейчас очень много будет всяких там разговоров, много будет разных предложений от разных политических сил, которые будут сейчас соперничать, да, в этой политической борьбе. И это все будет, конечно же, касаться, я думаю, что на первом месте это будет процесс миграции, процесс нелегальной миграции. Беженцы в Германии, в том числе и украинские беженцы. Сейчас вот эта тема будет самая актуальная. Поэтому мы будем очень многое с вами слышать, разных там предложений, разных версий и дискуссий. Вот такая ситуация. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.